Пилот – очень ответственная работа, и помимо описанного позитива существует и большое количество трудностей и невзгод. Иногда пилоты самолетов снимают происходящее вокруг, и в объектив их камер попадают непонятные объекты, странные фигуры, целый флот НЛО над Тихим океаном и пугающие феномены. С вами канал Фактопс, в этом выпуске я покажу вам кадры, снятые пилотами, которые никто не должен был увидеть. В начале прошлого года пилоты пакистанских авиалиний выполняли регулярный рейс Лахор-Кароча. Внезапно по курсу появился странный объект в виде шара. Он завис в небе на высоте около 10,5 километров. Пилоты подметили, что даже несмотря на сильный солнечный свет, объект был очень ярким. Можно услышать, как летчики пытаются понять, что именно пульсирует по курсу над их самолетом. Они пришли к выводу, что это не другой самолет и не воздушный шар. А под конец ролика можно увидеть, как объект увеличивается и словно вспыхивает, запуская в атмосферу что-то вроде небольших взрывов газа. Получается, остается лишь один возможный вариант. Это НЛО, которое никто не должен был увидеть. Еще одно загадочное видео было снято на высоте около 39 тысяч футов. Пилот утверждает, что видел целый флот НЛО над Тихим океаном. Что вы думаете о этих кадрах? Объекты были достаточно отчетливыми, и они, казалось, следовали схеме, знакомой пилотам в ВВС. Такое видели и раньше, но в этот раз пилотам все же удалось снять объекты на камеру. Обычно пилоты начинают беспокоиться, увидев неопознанные летающие объекты. Видео начинается с выстрела на горизонте. Казалось, что от 9 до 12 огней двигались с постоянной скоростью. К концу видео одна или две точки вверху, казалось, исчезли. По словам пилота, он был буквально шокирован. Следующие кадры, вероятно, являются самыми качественными среди тех, где замечены НЛО в нашей подборке. Пилот этого самолета стал свидетелем того, как НЛО пролетел рядом с самолетом. Всего за несколько дней видео набрало свою популярность. Кстати, произошло это относительно недавно. Около 6 месяцев назад пользователи выдвинули огромное количество версий. Среди них были как реалистичные, так и более мистические теории. От версий, что это воздушный шар и дрон, и теории о том, что это низколетящий спутник или секретный проект ВВС США. Лично мне кажется, что мистическим объектом мог оказаться обычный метеозонд. Беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы. А как считаете вы? В прошлом году пилот гражданского авиалайнера зафиксировал в небе над Мексикой продолговатый светящийся объект. Он двигался намного быстрее пассажирского самолета Airbus A320, который находился на высоте 11 километров и двигался со скоростью 740 км в час. Увидел необычный объект, которым промчался мимо него. Пилот сразу же вышел на связь с диспетчером. Вскоре информация дошла до ФПР США, но там заявили, что осведомлены о происходящем. Судя по всему, пилоты засняли испытательные полеты нового американского истребителя. Но даже если это и не НЛО, все равно пилоты засняли то, что никто не должен был увидеть. Еще одни летчики опубликовали видео, на котором видно НЛО, чье происхождение ученые до сих пор не объяснили. На Земле следы его пребывания в атмосфере зафиксированы не были. Один из летчиков описал это нечто как плоский объект продолговатой формы с двумя тепловыми центрами. Судя по кадрам, корабль инопланетян появился в иллюминаторе пилота из ниоткуда и находился перед его глазами достаточно долго. Пилоты уверены, что это не птица, не самолет, не парашютист и ничего другого в этом роде. Мне кажется, что летчики вполне могли заснять реально неопознанный летающий объект. В 2018 году одному из пассажиров японского самолета удалось заснять группу странных летающих объектов. Несколько небольших объектов кружили вокруг крупного. Видео быстро разлетелось по сети, его увидели сотрудники Министерства обороны Японии. Они заявили, что на момент появления в небе странного объекта никаких мероприятий японскими военными не проводилось. Поэтому о природе этого явления можно только догадываться. Одни утверждают, что здесь задействованы некие внеземные силы, другие говорят, что это обычная компьютерная графика. Как бы то ни было, единого мнения на этот счет не существует. Но на этих странных кадрах обычный пассажир, перелетая в Нью-Йорк, увидел из иллюминатора самолета странные фигуры в небе. По его словам, он понятия не имеет, что это такое. Видео быстро набрало популярность. Некоторые пользователи выдвинули предположение о том, что это всего лишь корабли, которые плывут по морю, но по словам автора, они явно летели, а траектория полета не проходила над водой. Другие же уверены, что никаких объектов здесь не было, а загадочные корабли — это грязь на окне. В любом случае, жду в комментариях ваше мнение на этот счет. Следующие кадры были сняты не пилотами, а обычными пассажирами авиалайнера. Посреди своего рейса они заметили из иллюминатора
странный темный объект, который, выровнявшись с пассажирским самолетом, пролетел рядом с ним. Многие люди были уверены, что пассажирам удалось снять реальное НЛО, однако это видео все же можно объяснить без разных загадочных теорий. К примеру, загадочным объектом мог оказаться самолет ВВС США. Вы спросите, почему именно он? Дело в том, что американские истребители взлетают под углом. Этим и объясняется странное поведение объекта. Житель Чили Августин Лепе случайно обнаружил под воду базу НЛО во время аэровидеосъемки со своего дрона. В начале года Августин Лепе, примерно в 20 километрах от чилийского города Ла-Сирена, занимался аэровидеосъемкой. Его дрон, пролетая над поверхностью моря, заснял под водой темно вытянутое образование, которое резко контрастировало на фоне остального водного пространства. Ничего примечательного в этом автор сначала не заметил. Однако, после того, как он сделал раскадровку, стало видно перемещение странного объекта. Сферическое тело двигалось над поверхностью воды на такой скорости, что при обычном воспроизведении ролика его почти незаметно. Таинственный объект перемещался на видео с огромной скоростью и при этом совершал резкие маневры. В заключение ко всему, объект просто исчезает в морских пучинах, рядом с темным подводным образованием. Уфологи признали это место подводной базой НЛО. А как считаете вы? Может быть, это всего лишь обычный сбой в камере? Следующая видеозапись идет без звука и была снята из кабины этого самолета. На кадрах мы видим четкое представление об этом объекте. И это выглядит очень хорошо. Объект имел форму блюдца. Событие произошло 4 мая 2023 года над Антиокией, Колумбия, с участием самолета Cessna T-303 Crusader. По словам пилота, наблюдаемый объект не был воздушным шаром, ни беспилотником и ни каким-либо другим известным ему объектом. Он записал это на видео, подлинность которого была подтверждена. По словам пилота, объект впервые был замечен плавающим неподвижно в определенной точке между Медельином и Санта-Фе. Он и его второй пилот Даниэль летели в сторону Медельина, когда заметили объект. Когда они приблизились, он внезапно двинулся к ним, что побудило его спросить Даниэля, видел ли он и слышал ли он это. Затем пилот развернул самолет и снял первое видео стационарного объекта. Пока он снимал, объект немного сдвинулся, и он начал охотиться за ним с самолета. В этот момент объект начал двигаться к ним. Пилотам удалось избежать столкновения со скоростью от 130 до 140 узлов, что составляет примерно более 300 км в час. Он отметил, что если бы объект был воздушным шаром, след самолета сдул бы его или нарушил его положение. Он также исключил возможность того, что это солнечный или гелиевый шар, поскольку наблюдение произошло на высоте 12,5 тысяч футов при температуре около 5 градусов по Цельсию. Еще одно интересное видео было снято в штате Колорадо, США. Самолет вылетел из аэропорта Денвера. Поначалу все шло хорошо, однако в середине полета почувствовали тряску. Посмотрев в окно, они увидели мощный формирующийся торнадо. Интересно, что они чувствовали в этот момент. Но в комментариях напишите, верите ли вы в существование НЛО. А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.